Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришел квадрокоптер GGRC X12 Aurora. Упаковка очень хорошая, поэтому должно все прийти целое. И первый приятный сюрприз – это то, что в комплекте идет рюкзак. Рюкзак небольшого размера и выглядит очень даже симпатично. Спереди присутствует карман на молнии, где можно хранить флешки и провода. С обратной стороны обычный карман. Скорее всего, больше подойдет для инструкции или каких-либо бумажек. По бокам имеются петли для крепления ремешка, который идет в комплекте, чтобы рюкзак можно было носить через плечо. И сверху простая ручка для переноски. А сейчас заглянем внутрь рюкзака. В крышке за листом поролона есть еще один карман, в котором находится инструкция на английском языке. Изучать инструкцию буду потом, а сейчас рассмотрю остальное содержимое. Пульт управления, запасные лопасти, кабель для зарядки, 2 аккумулятора, сам дрон, под ним держатель для телефона и зарядная станция. Больше ничего нет, комплектация стандартная. Ну а теперь разберем все содержимое по отдельности. Пульт дистанционного управления. Выполнен из пластика среднего качества. Не совсем дешевый, но не такой приятный на ощупь, как у Xiaomi или DJI. Пульт работает на частоте 5 ГГц, как для связи с дроном, так и с телефоном. Имеется встроенный аккумулятор на 2600 мАч, которого хватает до 3 часов беспрерывной работы, и заряжается он от обычного разъема microUSB. Максимальный радиус действия пульта на открытой местности до 2 км, а с картинкой до 1200 метров, как заявляет производитель. Я на дроне пробовал отлетать на более чем 600 метров. Дальше просто забоялся. Сверху у пульта присутствуют 2 отворотные антенны для связи с дроном. Одна отвечает за связь, вторая за картинку. Под антеннами спрятан разъем microUSB для зарядки пульта. Там же рядом расположена клипса, в которую защелкивается держатель для телефона. Ширина устанавливаемого телефона должна быть от 65 до 85 мм. Спереди пульта 2 подпружиненных во все стороны стика. По мне они как-то легко ходят, будет сложно выполнять плавные маневры. Кнопка М отвечает за переключение режимов полета. Справа вверху кнопка, отвечающая за автоматический возврат дрона на место взлета. В стандарте дрон возвращается, набрав высоту 30 метров. Ее можно поменять в приложении. Эта кнопка отвечает за автоматический взлет и посадку дрона. А это за фото-видеосъемку. Однократное нажатие делает фото. Удержание включает-отключает видеозапись. В самом центре кнопка отключения и включения пульта. Над ней 2 индикатора. Левый указывает режим работы, правый – питание. С левого боку подпружиненное колесико для управления наклоном камеры. Батарея обычная, ничего интересного. Емкостью 2000 мАч, 3S. Время зарядки почти 5 часов. На полной батарее по заявке производителя можно летать до 25 минут, а на практике это выходит почти 20 минут. Зарядная станция простая, внутри контакты для зарядки. Фишкой, а также еще одним плюсом является то, что зарядная станция питается от обычного кабеля microUSB-USB. И заряжать батарею можно в любом месте, где есть USB разъем, хоть даже в машине. Процесс зарядки сопровождается 3-кратным морганием красного цвета диода. Когда аккумулятор заряжен полностью, горит зеленым цветом. Минус такой зарядной станции – это долгое время заряда батареи. Также есть запасные складные пропеллеры размером 53-30. 2 штуки с разным направлением вращения. Крепятся с помощью 2 болтов под шестигранник, который идет в комплекте. Ну и, конечно, сам дрон. Размер в сложенном состоянии 177 на 90 на 55 мм. Легко ложится на мою руку. Вес дрона с аккумулятором 437 грамм. Тактильно и внешне пластик у дрона намного лучше, чем у пульта. А это очень важно. Дрон продается в белом и черном цвете. Я себе взял черного цвета, так как он менее маркий. Спереди 12-мегапиксельная камера, установленная на 3-осевой подвес для плавности съемки. В продаже есть 2 вида дрона. Отличие между ними – это присутствие или отсутствие 4К. Но есть одно но, и это очень большое но. Ни та и ни та модель не снимает видео в 4К. а только в 1080p при 25 кадрах в секунду. Отличие только в качестве фото.
В версии 4К фото качеством 4К, ну и в модели 1080p, соответственно 1080p. У меня на обзоре версия 4К. И честно, если бы я раньше знал, что отличие только фото между этими версиями, я бы вряд ли переплачивал за версию 4К. Остается надеяться, что камеру со временем программно допилят и появится возможность снимать видео в 4К. Снизу дрона углубление, в которое устанавливается аккумулятор. Заглушка, под которой разъем под SD-карту. Поддержка карт 10 класса и выше, до 64 ГБ. Еще снизу есть два ультразвуковых и один оптический датчик, или проще говоря камера. Благодаря им дрон устойчиво удерживает позицию в режиме полета без GPS, а также он помогает квадрокоптеру в посадке и взлете в автоматическом режиме. С обратной стороны кнопка индикатор. С помощью нее включаем и отключаем дрон, а также она сигнализирует о сопряжении дрона. Аккумулятор устанавливается легко. Главное проверить, чтобы фиксаторы защелкнулись. Лучи дрона раскладываются достаточно просто. Нет очередности, как у DJI. В разложенном состоянии размер дрона 177 на 196 на 70 мм. И не забываем разложить ножки. Они служат как устойчивая опора и антенны для связи. Антенны присутствуют только в двух ножках, в одной передней и задней. Включение дрона происходит нажатием и удержанием задней кнопки. Кнопка сразу моргает синим цветом, и это означает, что дрон перешел в режим сопряжения. Для сопряжения дрона с телефоном необходимо скачать приложение с Play Market SeaFly. Далее устанавливаем дрон в разложенном состоянии на ровную горизонтальную поверхность. Включаем его. Затем включаем пульт и ждем, пока происходит сопряжение дрона и пульта. После соединения кнопка на дроне моргает зеленым цветом. Далее запускаем приложение и включаем Wi-Fi. В списке Wi-Fi сетей выбираем контроллер. Далее в приложении выбираем модель дрона и ждем сопряжения. Сразу пробежимся немного по меню приложения. В верхней строке слева зеленым написано, что дрон готов к полету. Далее выбор режима. Первый – Position. Это стандартный режим для обычных полетов на улице. Без хорошего сигнала от спутников квадрокоптер не взлетит. Следующий режим – Altitude. Он больше предназначен для запуска квадрокоптера в помещении или на улице при плохом сигнале GPS. Для новичков я бы не рекомендовал пользоваться этим режимом на улице, так как при потере связи дрон не вернется на место взлета. Ну и в квартире вообще лучше с ним не баловаться. Следующий режим – Track. В этом случае дрон следит за тем, где находится пульт. Во время отслеживания можно менять высоту полета. К сожалению, выбора объекта для слежения, как в более продвинутых моделях, нет. И последний режим – это орбита. В этом режиме дрон летает по кругу. После того, когда мы выбрали этот режим, квадрокоптер начинает на месте вращаться. И это место будет центром круга и внимания дрона. Далее с помощью стиков отводим дрон на нужное расстояние и высоту. Квадрокоптер начинает кружить. И в любой момент мы можем подкорректировать радиус и высоту полета. Далее правее сверху можем вызвать подменю. Первое и самое интересное. Можно вывести картинку с камеры на экран телефона, который находится на пузе дрона. Это поможет при экстренной посадке квадрокоптера на удаленном расстоянии от оператора, дабы не сесть на дерево, воду или на другое препятствие. До этого я еще не сталкивался с такой фишкой. За это большой плюс. Далее можно поменять качество передаваемой картинки. Поделить экран пополам для очков, повернуть картинку и включить шкалу зума. Затем идет количество спутников и уровень зарядки батареи дрона. Уменьшение заряда батареи происходит не единицами, а десятками. В самом углу справа вверху 3 точки для вызова основного меню. Что здесь можно выбрать? Первое. Включить или отключить режим новичка. При включенном режиме у вас будет ограничение в полете на расстояние 200 метров и высоту 120 метров. Эти значения можно менять. Далее выбор режима управления. Правая и левая рука. Для тех, кто не понимает, зачем это, я бы не рекомендовал менять эту настройку. Также можно изменить высоту возврата дрона при потере связи. Затем вольтаж и уровень заряда батареи дрона. Далее шкала, где мы можем выбрать значение в процентах, при каком уровне зарядки батареи дрона будет сигнализировать пульт. Я рекомендую выставить 20%, но не менее 15%. Еще здесь есть калибровка дрона,
версия прошивки, коррекция искажения, включить аудиозапись и включить режим распознания жестов. У меня использовать эту функцию не получилось. С верхней строкой разобрались, опускаемся вниз по правой стороне. Сразу можем видеть данные по SD-карточке. Весь объем и оставшийся. Далее кнопки «Фото», «Видео» и «Папка». Фотографировать и включать видеосъемку можно с приложения или с пульта. Снизу экрана есть строка с данными. Слева направо дистанция от точки взлета, высота, горизонтальная скорость и вертикальная скорость. В левом нижнем углу карта, которую при нажатии можно вывести полностью на экран. С левого боку кнопки автовзлета и посадки, автовозврата домой и поворота экрана. На момент моего обзора ни одна из кнопок не работает, поэтому этими функциями пользуемся только с пульта. Еще есть хорошая плюшка в приложении – это полет по точкам. Для этого открываем карту, режим полета остается Position, и справа вверху можно выбрать полет по нарисованной кривой или по точкам. Максимум можно поставить 10 точек. Также можно еще изменить слои карты и чуть ниже на шкале выбрать высоту полета дрона. Во время полета по точкам центром внимания дрона является пульт, но с помощью стиков можно поворачивать в другую сторону. Для обычного использования квадрокоптера настроек хватает. Для себя бы я хотел настройку чувствительности стиков и поворота камеры для более плавной съемки. Кстати, о съемке. Нет никакой регулировки качества фото и видео. Нет выбора разрешения, количества кадров, не говоря уже о балансе яркости, резкости и так далее. Камера просто делает фото и видео в максимальном разрешении. Также хотелось бы иметь функцию слежения за объектом. И еще нельзя более точно отследить параметры батареи дрона. В общем, приложение для меня слишком урезанное. Надежда только на то, что со временем будут какие-то обновления. Но, к сожалению, это только надежда, а не факт. Все, хватит теории, пора проводить полевые испытания. Как я ранее говорил, поднять дрон в воздух можно двумя способами. Первый – ручной режим. Разводим стики в противоположные стороны и одновременно опускаем вниз. Моторы запускаются, но дрон не взлетит. Для взлета нужно поднять левый стик вверх. Если не поднимать, то моторы через несколько секунд отключатся. Также дрон можно запустить в автоматическом режиме. Зажимаем кнопку автовзлета, и через пару секунд дрон взлетает и набирает высоту приблизительно 1,2 метра. Как управлять дроном, рассказывать не буду. Только скажу то, что он себя ведет очень даже послушно. Сажаем дрон тремя способами. Первый – в ручном режиме. Выбираем ровную площадку для посадки. Опускаем левый стик до конца вниз. Дрон садится и не отпускаем стик, пока моторы не отключатся. Второй – в автоматическом режиме. Также выбираем ровную площадку. На пульте зажимаем кнопку автопосадки и больше ничего не жмем. Дрон сам сядет и отключит двигатели. Третий способ – это возврат домой. Зажимаем кнопку возврата домой и просто наблюдаем, как дрон все сам делает. Сразу набирает высоту, которую мы установили в приложении для облета возможных препятствий, подлетает к точке посадки и садится. Все очень просто. Им можно пользоваться практически в любое время. Только не забываем учитывать о препятствиях, которые могут встретиться на пути. Также квадрокоптер можно сажать на руку как в автоматическом режиме, так и в ручном. И еще дрон можно отключить в полете, резким переворотом рукой, но это действие немного опасно. Ну а сейчас немного видео и фото самого дрона. Картинка получается неплохая, стабилизация справляется. Фото получается достаточно хорошего качества. Все видео, снятое с квадрокоптера в ролике, заранее не обрабатывалось редактором. Единственное, что YouTube его может немного изменить. Поэтому исходники файлов можете скачать под видео для более детального анализа. В заключение плюсы дрона. Первое и самое заманчивое – это цена. Потом его компактный размер, трехосевой подвес, GPS, датчики, рюкзак в комплекте, зарядный от USB, возможность включить нижнюю камеру и полет по точкам. Минусы. Это, конечно же, не настоящий 4К. Не забываем, версия 4К снимает только фото в качестве 4К, а вот видео имеет качество только 1080p. И еще минус – это очень скудные настройки в приложении. Если возникнут вопросы, то не стесняемся и задаем их под роликом. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на товар под видео.
Не забываем подписываться на канал, обязательно ставим лайки. Всем пока!